Сегодняшний выпуск я бы хотела начать с поздравления для Селин. Вот она, познакомьтесь. Поздравляю я Селин, потому что совсем скоро ей исполнится 18 лет. А это значит, что у нее на носу очень значимое событие. Она наконец-то пойдет в 1 класс. Добро пожаловать в Люксембург. Это жизнь других. Люксембург – маленькая страна, которую можно проехать быстрее, чем произнесешь ее название. Да, конечно, шучу, но на самом деле на машине ее можно проскочить буквально за час. А вот получится ли у меня за 40 минут рассказать о том, как живут местные жители? Давайте же сегодня это все и узнаем. Люксембург – это карликовое европейское государство, зажатое между Францией, Бельгией и Германией. И если бы я здесь родилась, то, наверное, жила бы как Давид. То есть в хорошем районе города, в большом частном доме с современным интерьером. Такой здесь стоит около 1 000 000 евро. Но я без проблем могла бы себе его позволить, ведь я работала бы школьным учителем младших классов. А может, я родилась бы в семье Гаррета. Тогда я жила бы в другом хорошем районе города, в обычной люксембургской семье, где дочь – школьница, мать – домохозяйка, а отец – масон. Но, скорее всего, я была бы как Альден. Днем работала бы садовником у Давида и Гаррета, а вечером возвращалась бы в свой дом, который находится в еще одном хорошем районе города. Ведь, как вы уже догадались, плохих районов здесь просто нет. А еще здесь нет плохих больниц и родильных домов. Так что если бы я не родилась, а рожала в Люксембурге, то почти наверняка это случилось бы в государственной клинике и полностью покрывалось страховкой. Ну, или почти полностью. Государственная медицинская страховка покрывает практически все расходы на роды. Но по мелочи доплачивать все равно надо. Например, за эпидуральную анестезию или кесарево. Точные цифры я вам не скажу, даже примерно. Все зависит от самих родов и вида страховки. Чтобы узнать, что именно женщина получает за бесплатно, но с небольшой доплатой, я решила зайти в родильную палату и посмотреть лично. Так, значит, вот это непосредственно сам родильный зал, где женщина рожает. Прежде чем родить, вот есть такие, я, честно сказать, вот я, конечно, видела много в странах мира все вот эти вот тренажеры, но я даже не представляю. Вот женщина перед родами, вот так вот она должна что-то попрыгать, чтобы ей стало легче. Я не знаю, я даже и не беременная, и не рожаю, и мне уже сложно, все болит. Но самое главное, иди сюда, покажу. Иди сюда. Тут есть такая комната, посмотрите, это светотерапия. Ты видишь, да? То есть вот она тут может лежать, и вот перед родами, когда вот начинаются эти мучения, тут играет музыка, меняется свет, и ей должно быть легче. Ну, красота, музыку послушала, в ванную поплескалась, на тренажере попрыгала и родила быстренько. Если роды прошли нормально, то женщина остается у нас на 2 суток. Жесткой диеты никакой нет. Есть можно все, что хочется. Например, на завтрак у нас подаются и кофе, и круассаны, ну а меню на обед и ужин уже каждый день разное. Так, ну вот это палата, в которой женщина уже находится во время после родов.
Это вот ванная комната такая, очень удобная, и стул, и пеленальный столик. Все тут есть. Прямо тут в палате кровать. Вот шкафы, где она может все делать. Кресло, которое раскладывается, и папа может тут прекрасно тоже ночевать. И все прелести вот этого первого момента жизни своего ребенка все прочувствовать на себе. Стандартная, просторная, хорошая комната с прекрасным видом. Ну, на город. Там город живет, а тут своя жизнь. Вот так. Кстати, в декретный отпуск роженица здесь может уйти уже с 7 месяцев беременности. А после родов в декрет может уйти и папа малыша. Декретный отпуск можно распределять хоть пополам. То есть 3 дня в декрете мама, а 3 дня папа. Как именно его распределять, родители уже выбирают сами. Но весь декрет у нас не может превышать 1 год. С 3 месяцев детей уже можно отдавать в ясли, а с 3 лет в детский сад. Благо, государственных садов тут достаточно, и с местами могут быть проблемы только если родители принципиально хотят оставить ребенка в каком-то конкретном садике. Государственные детские сады у нас все бесплатные, но количество времени, на которое родители могут оставить ребенка, зависит от их работы. Если кто-то из родителей работает полдня, то ребенка можно оставлять только до обеда. Если честно, это не самая удобная система. Примерно в 7:30 я должна отвезти сына в детский сад, потом ехать на работу, а в обед уже спешить его забрать. Поэтому мы сразу решили отдавать ребенка не в государственный сад, а в частный. Ведь там ему можно оставаться весь день. Все частные сады платные, однако плата зависит от заработка родителей. Если кто-то может платить полную сумму, это примерно 6 евро в час, то он платит. А у кого минимальная зарплата, это здесь 2200 евро, то может платить и 1 евро в час за тот же детсад. В детском саду здесь все примерно так же, как и у нас. На 20 детей, по 2 взрослых, каждый день развивающие занятия, игры, песни и танцы. Но вот разобраться в школьной системе Люксембурга – это так же просто, как первокласснику написать курсовую по тригонометрии. В первый класс в Люксембурге идут 2 раза. Первый раз, а второй раз, когда выпускается со школы. То есть, представляете, такого 18-летнего первоклассника. У него в столовой, конечно, булочку забрать. Попробуй. Ха-ха. Я не знаю, что-то непонятного. Все предельно просто. Всего в школе мы учимся 13 лет. С 1 по 6 так и считается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А потом мы переходим в старшую школу, и там считаем классы в обратном порядке. С 7 по 1. Вот мне сейчас 17 лет, а я во 2 классе. Ну ладно, если бы это было все, но ведь здесь еще 60-бальная система оценивания, где 60 – это высший балл. Ну, а чтобы вас добить окончательно, скажу, что в Люксембурге 3 официальных языка – люксембургский, французский и немецкий. И все их учат в школе, не считая иностранных, конечно. На люксембургском языке дети разговаривают в детском саду и учат его в младших классах. В средней школе предметы уже идут на немецком и французском. А в старшей школе ученик может выбрать себе еще и иностранные, например, английский, испанский, итальянский или латынь. В итоге при выпуске из школы каждого 2-го ученика можно смело называть полиглотом, ведь он может отлично знать 5 языков. Мне лично, чтобы столько выучить, пришлось бы, наверное, ночевать в школе. Но насколько сложно дается такое обучение местным школьникам, я решила спросить у одной второклашки, которая, в общем-то, на 2 головы выше меня. Слушай, у вас очень красивая школа, я хочу тебе сказать. Да, и очень большая. С одного урока на другой можно и 10 минут идти. Кстати, вот наш класс искусств. Пойдем покажу. То есть это у вас здесь проходят уроки рисования? Да, в том числе и рисование. А скажи мне, вообще сложно учиться в школе в Люксембурге? Лично мне не так сложно.
Но у нас еще многое зависит от учителя. А ты говоришь, зависит от преподавателя. А есть преподаватели такие противные, которые цепляются к тебе все время, и которым все время что-то не нравится, и занижают тебе, может быть, баллы. Есть вообще такое? Чего ж там, да, бывает. Но у нас всегда можно обратиться за помощью к школьному директору, и он поможет. То есть не нужно молчать, нужно просто идти и говорить. Вот так здесь к директору вызывают не только за плохое поведение ученика, но и за плохое поведение учителя. Вот это я понимаю равноправие. Вас вкусно в столовой кормят в школе? Ой, что-что, а еда в нашей столовке на любой вкус. И для веганов, и для вегетарианцев, и для безглютенщиков. Разве что только для космонавтов нет. И то, думаю, скоро появится. Короче говоря, в еде у нас полная свобода. У вас есть какие-то ограничения в одежде? Школьной формы у нас нет, но слишком короткую юбку надеть нельзя. Или там блузку с декольте. Я бы сказала, что здесь свобода не полная. То есть ты во 2 классе, и ты куда пойдешь поступать после школы куда-то, в университет? Да, хочу быть школьной учительницей. Вот так дела. В то время как наши дети мечтают стать профессиональным спортсменом или космонавтом, европейские школьники хотят быть простым школьным учителем. И, кстати, не одна я хочу знать, почему. Одна моя знакомая работает школьной учительницей, преподает математику. Живет в 2-комнатной квартире и благодаря зарплате мужа может себя нормально чувствовать. И она меня очень просила: Жан, покажи, пожалуйста, как в Люксембурге живет простой школьный учитель. Господи, Наташенька, пожалуйста, идем. Сейчас все покажу, как они живут. Забегая наперед, скажу, что обыкновенным школьного учителя в Люксембурге все-таки не назовешь. Оказывается, учителя здесь зарабатывают больше всех в Евросоюзе. Ну, по местным люксембургским меркам это обычный средний класс. Чтобы посмотреть, как они живут, я пришла в гости к Давиду. Он и его жена работают учителями. О, бонжур, Давид. Так, ну, показывайте. Слушай, ну у вас такое очень просторное помещение. Сколько метров у вас, вот первый этаж получается? Здесь 80 квадратов. И на 2-м этаже еще 100. Там 3 спальни и ванная. 3 спальни и ванна. 80 метров первый этаж. Точно школьный учитель, да? И где я еще, видишь, заикаться начала. И где ты преподаешь? В обычной государственной школе. Я учитель младших классов, поэтому преподаю разные предметы, как математику, так и физкультуру. Да уж, надеюсь, мой школьный физрук будет смотреть этот выпуск сидя. Так же, как и учительница географии, ведь жена Давида как раз преподает географию. Вообще, ты знаешь, что считается, что в Люксембурге школьный учитель зарабатывает больше, чем любой учитель в Европе. Ты вообще это знаешь или нет? Честно говоря, не знал. Но по сравнению с остальной Европой, зарплата у нас действительно хорошая. Но, Давид, вот все равно ответь мне на вопрос. Многие учителя могут себе позволить жить в таких домах? Наш дом стоит почти 1 000 000 евро. Сразу не купишь. Поэтому мы взяли его в кредит на много лет. Но я думаю, что если оба супруга работают, то такой дом они могут себе позволить. И потом, у меня ведь не самая высокая зарплата. Мне только 32 года, еще нет столько опыта. Минимальная зарплата школьного учителя сразу после 3 лет университета 3000 евро в месяц. А средняя где-то 10 тысяч. Все зависит от опыта и квалификации, которые постоянно надо повышать. Но это без вычета стандартных 35% налогов. После таких цифр у меня возник еще один закономерный вопрос. Может, учителя здесь непомерно много работают? Рабочий график у меня обычный – 8 часов в день. Школьные каникулы в Люксембурге каждые 6 недель, плюс летние 2 месяца. Ну и кроме того, мы 2-3 раза в год берем отпуск, чтобы отдохнуть. Думаю, теперь и мне, и вам стало предельно ясно, почему местные дети хотят стать школьным учителем, а не, скажем, профессиональным футболистом. А ведь последние здесь также имеются, но на футболе они зарабатывают в
копейки. Я много лет выступал за национальную сборную Люксембурга, играл за профессиональный футбольный клуб. Но это больше хобби. На почте, где я работаю, зарплата значительно выше, чем я получал от футбола. Люксембург – это прекрасное место, где можно отдохнуть от всего. Ведь с одной стороны, это модная европейская столица, а с другой стороны, тут никогда не бывает много людей. А чтобы отдых был еще идеальней, я остановилась в гостинице «Виля». Она находится в самом центре города, в окружении исторических достопримечательностей и современной архитектуры. Но при этом просто под окнами находится прекрасный парк. Впечатление такое, что ты одновременно и в мегаполисе, и на природе. Как вы догадались, Люксембург – одна из тех стран, за сборную которой играют почтальон, электрик и водитель трамвая. Причина простая – количество населения страны. Если максимально упростить схему, то это можно объяснить так. Чем меньше народу смотрит футбол, тем меньше на футболе можно заработать. Но в этом есть и плюсы. Ведь если ребенок занимается футболом в местной академии, то тренер должен внимательно следить за его успеваемостью в школе. И как только оценки становятся плохими, школьнику запрещают посещать тренировки, пока он не подтянется в учебе. Так сделали, потому что в Люксембурге гораздо меньше шансов хорошо зарабатывать, играя в футбол после окончания школы, чем поступить в университет и получить обычную профессию. Кстати, чтобы поступить в вуз в Люксембурге, также достаточно просто хорошо учиться в школе. Я помню, когда я поступала в университет, я так переживала. Эти экзамены – это просто стресс страшный. А в Люксембурге никакого стресса, потому что для того, чтобы поступить в университет, не нужны никакие вступительные экзамены. О, Господи, какая красота! Поступить к нам действительно совсем несложно, а обучение бесплатное. Кроме этого, мы постоянно разрабатываем разные исследовательские программы, например, космическую. Да-да, представляете, такая маленькая страна разрабатывает такие большие проекты, как освоение космоса. И не потому, что им здесь места мало, нет. Все во благо человечества. Наша цель – добыча ресурсов на других планетах. Мы здесь трудимся над разработкой новых спутников и исследовательских вездеходов, которые в будущем помогут человечеству добывать на других планетах, скажем, железную руду. Только над этой программой сейчас работает несколько профессоров и около 20 студентов. Группа кажется небольшой, но и сам университет Люксембурга довольно маленький. Такой маленький, что мест здесь хватает далеко не всем желающим. Поэтому многие студенты едут учиться в соседние страны Европы за счет государства. Кстати, стипендию тоже платит государство. Это от 1000 до 4000 евро. Однако есть и такие, кто наоборот приезжает в Люксембург из других стран с целью получить не только образование, но и гражданство. Мои бабушка и дедушка были уроженцами Люксембурга и много лет тому эмигрировали в Бразилию. Там родились мои родители и я, но мне захотелось вернуть гражданство малой родины. Здесь для этого существует целая программа и разрешено двойное гражданство. Так что местный паспорт лежал у меня в кармане примерно через год после подачи документов. Родриго приехал в Люксембург 3 года назад. Теперь бесплатно учится в местном университете и живет в общежитии, куда любезно пригласил меня в гости. Hello. Так, ну что, вот мы и в общежитии, так сказать. У вас такие, слушай, зеленые двери интересные. Я не поняла, ты тут живешь или ты просто сюда зашел, чтобы меня пригласить? Почему так чисто? Чисто потому, что я убрал. Не люблю принимать гостей, когда бардак. Да? Это так... Подожди, а это что? А, это тут туалет? А, и душ у тебя тут есть. А как ты заходишь? Ничего не понимаю. А, вот, Я. Ну ладно, хорошо, тогда нормально. Сейчас,
не могу открыть. Ой, заклинила дверь в туалет. Ой, фу, слава богу, отклинила. Так, ну слушай, классное общежитие, я тебе хочу сказать. Ты платишь за это общежитие? Да, конечно, я плачу. Цена зависит от размера комнаты. Но когда въезжаешь, надо еще и свою мебель ставить. Ты специально выбрал маленькую комнатку, чтобы мало платить? Нет, просто повезло. Выбирать тут не приходится, я просто въехал в ту, которая была свободной. А скажи мне, многие студенты, которые учатся в университете, живут в общежитиях или снимают квартиру, аренду? Думаю, большинство живет в общежитиях, так и добираться до учебы легче. И по части правил никаких запретов нет. Хочешь, приглашай гостей, хочешь, делай вечеринки. Да и это просто дешевле. Пока ты студент, жить в общаге гораздо выгоднее. Если комната, как у меня, стоит от 300 евро, то снять комнату где-то в городе – это минимум 700. Такая цена для меня уже станет доступной, когда я выучусь и пойду работать. Впрочем, хорошо зарабатывать в этой маленькой стране можно и не заканчивая университет. Да что там, можно просто стоять на одном месте и получать очень-очень достойные деньги. Я имею в виду пойти в армию и попасть в почетный караул. Для этого не обязательно даже быть люксембуржцем. Люксембург очень маленькая, но очень многонациональная страна. Поэтому в нашу армию может пойти любой желающий, кто больше 3 лет жил в Люксембурге и знает 3 государственных языка. Мало того, сделать это можно сразу после окончания школы. И как простой рядовой ты сходу будешь зарабатывать в среднем 2000 евро в месяц. А когда станешь офицером, то зарплата вырастет в несколько раз. Но вот какие трудности ждут солдата за такую плату? Я решила расспросить это у Рафаэля, простого караульного возле дворца великого герцога. Кстати, Люксембург – это герцогство, так что этот парень охраняет главу государства. Ну а вот расскажи, ты служишь в армии. Вот расскажи свой день, во сколько ты просыпаешься? Просыпаюсь рано, но работаю я с 9 утра и до 4 вечера. С завтраком и перерывом на обед. Мне нравится, что в армии перерыв на обед, на завтрак, знаешь. А тихий час у вас есть? Нет, спать некогда. За время обеда мне надо поесть и привести одежду в порядок. Ну то есть чистенький должен быть, конечно. Правильно, кстати. Подожди, а скажи мне, а чем вас кормят? У нас прямо здесь во дворце есть ресторан. Там полно разной еды на выбор. Армия Люксембурга одна из самых малочисленных в мире. Нас всего около 1000 человек. Наверное, поэтому ее можно хорошо обеспечить и организовать отличные условия для службы. А вы спите там? У вас есть казармы? Нет, у нас же страна маленькая. Мы все живем дома. Я, например, до сих пор живу у родителей, а сюда езжу как на работу. Ну, скажи мне, а вообще есть какая-то опасность в армии, я не знаю, кроме погодных условий? То есть вот, были ли какие-то случаи, может, у вас? Случаев не было, но на самом деле тут стоять очень непросто. Под жарким солнцем, сильным дождем или ветром. Сюда в караул можно попасть только после 3 лет службы и специальной подготовки. Борьба с ветром и солнцем, боевые действия против дождя, полевая кухня в герцогском ресторане. Кажется, мне самой захотелось пойти в армию Люксембурга. Скажи мне, ты планируешь, сколько вообще времени в армии служить? Всю жизнь или у тебя какой-то есть план, и ты там через год куда-то пойдешь работать? Я думаю служить всю жизнь. Но многие рассматривают армию как трамплин для будущей карьеры в полиции или на государственной службе. Там можно зарабатывать еще лучше. Вы, наверное, спросите, куда же больше? Но какими бы высокими ни были зарплаты в Люксембурге, все должно познаваться в сравнении. За этим сравнением я решила заглянуть в обыкновенный супермаркет и посмотреть на стоимость продуктов. Ведь, может быть, средняя зарплата в 5000 евро – это для местных действительно копейки. На семью из 3 человек в месяц мы тратим примерно 1000 евро. Это только продукты, не считая разные бытовые покупки, одежду или развлечения.
Ну, давайте посмотрим. Вот, например, я планирую приготовить овощное рагу на ужин для всей семьи. Беру помидоры 6 евро килограмм, перец тоже 6 евро килограмм, морковку 3 евро килограмм, картошку 3 евро килограмм и капусту 4 евро за штуку. Ну и, пожалуй, возьму еще кило абрикосов на закуску за 7 евро за килограмм. Итого, без хлеба, мяса и вина мы поужинали почти на 30 евро. Не слабо, скажу я вам. Продукты у нас действительно не дешевые, но и очень дорогими я их назвать не могу. Для местных они вполне доступны. Самое странное – это то, что, скажем, обычные овощи или фрукты местного производства будут стоить дороже, чем привезенные из Франции или Германии. Разница небольшая. Но забавно еще и то, что из соседних стран сюда приезжают не только продукты, но и люди. Причем массово и каждый день. Каждое утро население Люксембурга увеличивается на треть. Эти люди приезжают сюда работать, а вечером возвращаются обратно во Францию, Бельгию или Германию. В той же Франции зарплаты меньше примерно на треть, а то и больше. Если обычная медсестра в Люксембурге получает 4000 евро, то во Франции – 1500. В то же время жилье там дешевле раза в 4. Добраться до офиса в центре Люксембурга проще всего на общественном транспорте. Поэтому я села в первый попавшийся трамвай и пристала со своими вопросами к первому же пассажиру, который согласился на них ответить. Гюбер, скажи мне, ты сейчас куда едешь, на работу? Да, еду в офис. Ты вообще где живешь? Я живу во Франции, у меня там дом. А сколько у тебя времени занимает дорога? У меня офис рядом с границей, поэтому мне до работы 15 минут езды. Но те, кто в центре работает, едут примерно час. Ты мне скажи, то есть как ты едешь на трамвае, да, это же сколько стоит трамвай? Нисколько. Это еще один плюс. Весь общественный транспорт в Люксембурге полностью бесплатный. Я из Франции еду на электричке, а потом пересаживаюсь на трамвай. Так вот, плачу я только за 2 остановки на территории Франции. Оказывается, сделать общественный транспорт бесплатным – это очень хорошая идея. Хоть на первый взгляд и кажется, что для государства это сплошные убытки, все совсем наоборот. Каждый день к нам приезжают и уезжают сотни тысяч человек. Если бы каждый из них ехал на машине, надо было бы строить больше дорог и больше парковок. Пришлось бы вкладывать больше денег в экологию. Да и сам город стал бы куда менее комфортным. Следовательно, мы бы меньше зарабатывали на туризме. Кроме того, каждый, кто здесь работает, налоги тоже платит здесь. Ну, а ты достаточно сколько ты зарабатываешь? Свою зарплату я тебе не скажу, но могу сказать, что, например, из Франции сюда приезжают за зарплатой от 4000 евро. А твои коллеги, они в большинстве тоже приезжие или в основном местные? В моей компании 9 из 10 человек приезжают из-за границы. Короче говоря, студенты в Люксембурге приезжие, работники в Люксембурге приезжие. Мне интересно, люксембуржцы здесь вообще есть? Чтобы это проверить, я решила пойти в местную семью, но оказалось, что и здесь есть своя загадка. В Люксембурге я решила зайти в гости к самым обыкновенным масонам. Не спрашивайте меня, что это и кто это, я сама абсолютно не знаю. Поэтому решила и узнать, посмотрите, как же они живут. Вы когда-нибудь были в гостях у масонов? Я? Нет. Идем узнаем. Кто не знает масонство? Это такие тайные сообщества, которые непонятно чем занимаются. Не зря же они тайные. Но слухи ходят, что это именно они устраивают заговоры, управляют всеми мировыми финансами и контролируют крупные корпорации. А еще их почему-то очень много в Люксембурге. Почему так, сейчас и спросим у одного из них лично. Привет, Жанна, заходи. Слушай, ну у вас такой красивый дом, такие цветочки на дверях. Слушай, Гер, ты понимаешь, честно сказать, я никогда в жизни
ну, вот, признаюсь тебе, не была в гостях у масонов. Я думала, что это какие-то, ну, не люди, вот честно сказать. Признаюсь тебе честно, а вы живете как нормальные люди, у вас кухня есть. Спасибо. Я понимаю, конечно, что тебе это удивительно, но это правда. Я думаю, что я такая не одна. Мало того, у нас даже гостиная есть и диван. Проходи, садись. Ой, слушай, какой у вас дом большой, ничего себе. Наш дом – это 200 квадратных метров. Кроме гостиной и кухни есть еще несколько спален. Его аренда нам обходится в 2000 евро в месяц. Кстати, за коммунальные мы, масоны, тоже платим, как обычные люди. Только за отопление уходит 150 евро в месяц. У вас очень красивый дом, я хочу вам сказать. Вы сами его проектировали? Всем дизайном занималась моя жена, Ван. А я в конце только телевизор поставил. А вы тоже входите, да, в эту масонскую ложу или нет? Нет. А даже такое думаю, о господи, только нет. Масонами могут быть только мужчины. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот правда, я очень прошу прощения, вот чем вы занимаетесь, что вы делаете? Честно говоря, если ты у 300 масонов спросишь, чем мы занимаемся, то услышишь 300 разных ответов. Если просто, то это общество, где мы помогаем друг другу совершенствоваться. Ну, а почему вокруг вас столько много ходит легенд, секретов, и никто ничего про вас не знает? Секретов у нас особо нет. Но мы рассказываем не все. Как и любая крупная корпорация, они же тоже не разглашают свои внутренние дела. Единственное, что могу сказать, у нас благородное намерение. Масонские ложи финансируются с пожертвований участников этой ложи. Кроме того, мы часто отдаем разные гранты или благотворительные пожертвования. Точные цифры и данные по правилам нашей организации я, к сожалению, разглашать не могу. У вас есть какие-то вот правила, которые должен соблюдать каждый масон? Есть одно основное правило. Каждый масон должен верить во Всевышнего. Но не путай это с фанатизмом. Вот, например, лично я верю в Бога, но в то же время я не религиозен. Ну, ответьте мне еще на один такой, не знаю, вопрос, такой секрет. Говорят, я не знаю, что многие сильные мира сего состоят вот в этой масонской ложе. Но это очень сильно скрывается. Скажите, это так? Конечно, часть сильных мира сего вполне могут быть масонами. Но ведь при этом другая часть может ими и не быть. Короче, ребята, ничего не ясно, но очень интересно. За полчаса общения, кто такие масоны, я так и не поняла. Может, жена Гаррета поняла за несколько лет совместной жизни? Когда вы поженились, вы сказали своей жене, что вы масон? Какая у вас была реакция? Мне, откровенно говоря, вообще без разницы. Что тогда было, что сейчас. Достаточно того, что я уверена, даже если его нет дома до самой ночи, он в любом случае с мужиками. Муж-масон не такая плохая и вещь, как оказывается. Поговорив с Гарретом и Иван еще немного, уже не на тему масонства, я узнала немного интересных вещей о местной жизни. Например, шуметь здесь нельзя не только по вечерам, но и в воскресенье. Этот день здесь считается днем тишины, когда все отдыхают. И даже если вы вышли в обед подстричь газон, сосед вызовет полицию. А еще Гаррет очень хочет завести собаку, но не может. Законы не позволяют. Вы знаете, я страшная собачница, обожаю собак. И приезжая в разные страны, с удовольствием наблюдаю, как местные жители гуляют со своими питомцами. Но в Люксембурге я заметила, что не так-то и много хозяев ходят со своими собаками. А потом я узнала, что на это есть свои причины. По законам Люксембурга домашнее животное также имеет свои чувства, которые надо учитывать. Например, если человек много работает и его каждый день с утра до вечера нет дома, то он не имеет права оставлять собаку одну на все это время. Так ей будет грустно. Если соседи услышат, как она скулит, будьте уверены, они вызовут полицию, и хозяин заплатит штраф, а может и вообще лишится питомца.
А чтобы соседям было лучше видно и слышно друг друга, на границе между их участками кусты или деревья не могут быть выше 2 метров. Это тоже по закону. Если какой-то наглый куст вдруг решил вырасти больше, вызывай садовника, иначе штраф. Кстати, садовник довольно популярная профессия. Люксембург такой зеленый город, тут везде поют птицы, деревья, зелень. Ощущение такое, что не деревья посадили в городе, а город построили просто в парке. Но ведь за этим парком кто-то должен смотреть, чтобы так все было красиво, аккуратно, чисто, ухоженно. С садовником я решила поговорить просто во время работы. Как его работы, так и своей. Он подстригал какое-то дерево, а я задавала вопросы. Хотя парень оказался такой разговорчивый, что много и спрашивать не пришлось. С растениями я уже 5 лет работаю. По графику ничего особенного. Стандартный рабочий день 8 часов. Там кусты подстричь, там газон посеять, там дерево посадить. Вообще ничего сложного. Мне с растениями нравится. Жаль, только поговорить не с кем. А ты мне скажи, ты живешь в Люксембурге или в пригороде? Практически в центре живу. 20 минут отсюда. Но это же очень дорого жить в Люксембурге. То есть у садовника здесь хорошая зарплата? Да, не жалуюсь. Начинающий садовник получает от 2000 евро. Но потом зарплата растет. Еще добавляются разные бонусы. Плюс у меня диплом есть, а за это еще надбавки. А жена у меня учительница, так что она еще больше получает. Поэтому никаких финансовых проблем у нас нет. Мне кажется, я не там получала высшее образование. Слушайте. Извини, а куда вы ездите отдыхать? На каникулы? Отдыхаем в основном в горах. Зимой ездим кататься на лыжах, летом занимаемся альпинизмом. Но мы уже как пенсионеры далеко не уезжаем. Чаще всего это Альпы. Насчет пенсионеров Альден, конечно, не шутил. Но раз уж зашла речь, то почему бы не пойти к местным пенсионерам и не спросить у них лично, чем же они здесь занимаются и как далеко уезжают. Многие девочки в детстве мечтают быть принцессами и жить в замке. А в Люксембурге, выходя на пенсию, ты можешь себе позволить переехать жить в замок и чувствовать себя настоящей принцессой. Но в возрасте принцессочка. В крохотном Люксембурге сохранилось огромное количество замков, дворцов или других старинных комплексов. Все они до сих пор используются. И все по-разному. Кто-то перестроил замок в гостиницу, кто-то отдал под музей, а кто-то сделал из него дом престарелых. В одном из них я познакомилась с Мадлен. И как бы сложно не было в это поверить, ей 96 лет. Вы выглядите просто великолепно, потому что выглядеть так, как вы в 96, мне кажется, это просто практически нереально. Поэтому мне очень интересно, что надо делать, как надо жить, чтобы так выглядеть. Я и не знаю, лично я живу той же жизнью, какой и жила. Езжу в город, хожу в кино, в театр, езжу к детям или они ко мне. Кроме того, на пенсии у меня появилось больше времени на себя. Мадлен, как давно вы тут живете? Уже 10 лет. Вы сама сюда решили прийти жить? Или вас все-таки родственники направили? Или как это произошло? После 80 я уже стала сильно уставать, поэтому решила сюда переехать. Чтобы и детям не быть обузой, они ведь уже взрослые, у них своя жизнь и свои семьи. Так поступают многие наши пенсионеры. Во всем Люксембурге существует около 50 домов престарелых. Но их не хватает на всех желающих. Например, наш дом рассчитан на 350 постояльцев, но при этом на каждое место по 5 человек стоит в очереди. А чем вас кормят тут? Отлично кормят. У нас здесь свой ресторан высокого уровня. Там есть меню, из него заказывай, что тебе нравится. Все питание входит в стоимость проживания. Я уже хочу жить у вас. Так переезжай. То есть тут может жить любой желающий, да? Насколько я знаю, да. Но если тебе меньше 70, то будет неинтересно. Средний возраст наших постояльцев 90 лет. Поэтому мы и сервис ориентируем на эту аудиторию, и стоимость.
Самая маленькая комната плюс полный пансион стоит 120 евро в день. Насколько я знаю, это примерно совпадает со средним уровнем пенсионных выплат по стране. Кстати, пенсионного возраста в этой стране как такового нет. Просто надо, чтобы человек отработал 40 лет. То есть, если ты начал работать в 17, то в 57 уже можешь идти на пенсию. Мадлен, меня знаешь, что очень интересно? Многие женщины боятся старости. Ее нужно бояться? Нет, ну что ты, ни в коем случае. У нас большинство женщин ближе к старости только начинают расцветать. До этого они тратят силы и время на карьеру и только с возрастом понимают, что ценность жизни совсем не в этом. Мадлен, но вот так, как вы живете, многие пенсионеры в Люксембурге живут? Большинство точно живет хорошо. Бедных у нас практически нет. Если даже появились какие-то проблемы, то государство, слава богу, может помочь и позаботиться о тебе. Мало того, оно позаботится даже если с тобой что-то случилось далеко за границей. Спросив у Мадлен, что имеется в виду, она рассказала, что в Люксембурге существует специальная служба спасения. Эта служба в случае проблем со здоровьем может в экстренном порядке забрать тебя из любой точки мира и доставить обратно домой на лечение. Это не медицинская служба, а отдельный сервис. Он доступен всем гражданам и резидентам Люксембурга, независимо от возраста. Для того, чтобы иметь возможность пользоваться услугами этой организации, надо ежегодно платить символический взнос в размере 150 евро. Несколько лет тому я отдыхал на Филиппинах и внезапно заболел редкой тропической болезнью. Я связался со службой спасения в Люксембурге. Они нашли медика, специализирующегося на такой проблеме, как была у меня, и вместе с ним прилетели за мной на своем самолете. Через сутки я уже был дома, а через неделю выздоровел. И вот только сейчас я наконец поняла, что больше всего меня в этой стране удивляет. Это не высокие зарплаты, не бесплатный транспорт и не уровень цен. Нет. Поражает то, с каким вниманием жители этого крошечного государства заботятся друг о друге. Помните, в начале выпуска я переживала о том, что вдруг не успею рассказать все за 40 минут программы. Так я вам скажу, не зря переживала. Потому что в таком маленьком государстве можно найти столько, что не успеешь рассказать ни за 2, ни за 3 программы. Да? Что там? Я уверена, что в конце 4-й программы местные жители бы продолжали перечислять то, чего нет в других странах, а есть в Люксембурге. Нигде нет такого количества полиглотов. Тут самый удобный транспорт. И больше всего замков. Это самая мультинациональная страна на свете. На нашем квадратном метре такое разнообразие природы, что любой континент обзавидуется. Будете смеяться, но здесь самая вкусная капуста. Я думаю, мы просто самые счастливые. Наверное, вам кажется, что все это невозможно. И быть такого не может в государстве с размером в город. Но я вас уверяю, что местная жизнь именно такая. А невозможно в нее поверить только потому, что это правильно. Просто жизнь других.